привет! Вы на канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре духовой синтезатор компании Moer, модель WI-100. Поехали! Бренд Moer известен своими разработками электронных музыкальных инструментов, а также звуковым оборудованием. И они решили пойти дальше и создать инструмент, визуально напоминающий духовой, но при этом электронный. Так он у них получил название духовой синтезатор или электронная флейта. У каждого по-разному. Данный инструмент имеет аналоги в других брендах. Например, ранее мы как раз записывали Pro Recorder обзор. Также есть аналоги у Akai и у Roland, более профессиональной, более серьезной модели. Moer в данном случае это более базовая модель для начинающих музыкантов, но также может и использоваться музыкантами, например, при игре на сцене, в каких-то сценических выступлениях. Что же он из себя представляет? Действительно, визуально это напоминает духовой инструмент, возможно, даже не флейту, а скорее кларнет. Здесь есть некая имитация мундштука. Он, между прочим, съемный, то есть его можно, например, снять и промыть под водой. Это не составит проблем. Все довольно удобно в использовании. Также здесь есть имитация клавиатуры, определенных духовых клапанов. Здесь же имеется некоторое количество клавиш, выполняющие различные функции, например, переключение тембров или различных эффектов. Здесь же у нас находится панель разъемов, кнопка включения и кнопка Bluetooth подключения. Также в этом аппарате встроенный динамик, что позволит не только играть с помощью внешней звуковой системы, но и самостоятельно без использования дополнительного оборудования. Подробнее по характеристикам. В этом инструменте 3 октавы. Они переключаются с помощью клавиши на задней панели вверх и вниз. Все довольно просто в использовании. Также здесь предустановлено 7 разных тембров. На самом деле в данном инструменте имеется функция расширения количества тембров, но об этом чуть позже. По поводу функционала, который здесь имеется, помимо классического выбора тембров, здесь есть функции смены эффектов. Например, здесь можно добавить немного реверберации для того, чтобы создать эхо, ощущение игры в зале на данном инструменте. Здесь есть регулировка громкости и также регулировка чувствительности. Для чего нужна эта регулировка? Момент исполнения, как, например, на клавишных инструментах, можно полностью отключить чувствительность. Таким образом, звук будет довольно топорным, жестким, без какой-либо атаки. Также и здесь ее можно полностью отключить, а можно сделать более тяжелой. В таком случае звук и громкость данного инструмента будет зависеть от силы выдоха. То есть вы полностью контролируете громкость и выразительность вашего звучания. Ну что, предлагаю перейти к тестированию тембров, которые здесь есть. Как я уже говорила ранее, здесь их есть 7 вариантов предустановленных. Это и варианты саксофона, различных флейт, также есть даже орган и, например, тембр женского хора. Начнем нашу демонстрацию непосредственно с тембра флейты, который здесь предустановлен. На данный момент инструмент подключен к внешней аудиосистеме. Это сделано для того, чтобы более точно передать звучание инструмента. Но, безусловно, мы также продемонстрируем, как этот инструмент будет звучать без подключения, а просто с собственным динамиком. Хочу заметить, что интересным дополнением в данном инструменте имеются световые индикаторы, которые находятся под клапанами данных инструментов. Это сделано для того, чтобы обращать внимание, на какие именно клавиши нажимаются на данный момент. Плюс это помогает в именно установке каких-то настроек или, например, выборе тембра. То есть, если мы хотим переключиться между различными тембрами, мы зажимаем кнопку Function, которая у нас на задней панели, и используем 2 клавиши левой руки, первый и второй.
С помощью звукового индикатора мы понимаем, что переключение между тембрами происходит, но также в дополнении меняется цвет каждого тембра. Данная компания сделала в своей инструкции дополнение на этот счет, выписала в отдельной таблице, какой тембр каким цветом подсвечивается. В принципе, это тоже удобно, поскольку в этом инструменте нет экрана, довольно сложно определять, какой инструмент включен на данный момент, а с помощью светового индикатора вы сразу понимаете, какой именно тембр у вас сейчас включен. У этого инструмента классический набор цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. И, например, под цветом красным у нас будет альт-саксофон. Конечно же, хочу сказать, что в этих инструментах не все тембры звучат натурально. В данном случае, наверное, альт-саксофон не совсем похож на натуральный альт-саксофон, но, тем не менее, имеет место быть. И, как я уже говорила ранее, здесь 7 предустановленных тембров, но, тем не менее, у этого инструмента есть возможность расширения количества различных инструментов. Делается это с помощью приложения, о котором я чуть позже расскажу. В общей сумме здесь может быть 30 различных тембров, включая те, что здесь предустановлены. То есть от более каких-то классических, там, саксофон, флейта, может быть, какой-то медный инструмент, труба или тромбон, и даже до более электронных инструментов синтовых, органы или, как я уже говорила ранее, различные хоры: мужской, женский, или здесь есть их собственный тембр ангельского хора. Подробнее про дополнительные эффекты, которые здесь имеются. Возможно, вы уже заметили, здесь есть 2 дополнительных клавиши. Они отвечают за эффект тремоло и за эффект глиссандо. Возьмем какой-нибудь еще тембр, который у нас здесь есть. Например, тембр бамбуковой флейты. И попробуем к нему добавить наш эффект тремоло. И эффект глиссандо. Попробуем еще какой-нибудь тембр возьмем, например, тембр органа. Для того, чтобы использовать эффект глиссандо, мы зажимаем первую клавишу. Пожалуй, этот эффект гораздо лучше будет использоваться с какими-то синтовыми звуками. Например, если вы создаете в электронном стиле, то это будет неплохим дополнением для сценического выступления, для добавления определенного антуража и более интересных эффектов. Что касаемо чувствительности. Поскольку я уже сказала, что это влияет на силу выдоха, сейчас у нас инструмент полностью отключен от чувствительности. Но возьмем, к примеру, другой тембр, более мягкий, опять же, вернемся к флейте, к примеру, и попробуем сделать наиболее тяжелую чувствительность. Для того, чтобы изменить чувствительность на нашей панели, есть отдельные клавиши. В правой руке это 4 и 3 клавиша. Мы также зажимаем кнопку Function и убираем чувствительность до самой тяжелой. Сейчас мы сделали чувствительность максимальной на этом инструменте, и наша громкость будет зависеть от силы выдоха. Сейчас продемонстрирую с более низкой силы до более высокой.
может использоваться как дополнительный эффект фейда в данных инструментах. Он более естественный для таких инструментов, поэтому если вы хотите приблизиться, возможно, к натуральной игре, как на живых инструментах, лучше использовать самую тяжелую чувствительность. Таким образом, это позволит лучше сымитировать игру на живом духовом инструменте. Для этого инструмента компания Moir разработала приложение, которое называется Wind. Оно доступно как и для платформы iOS, так и для Android. Можно использовать и на мобильном устройстве, и на планшете. Оно бесплатное, без проблем синхронизируется как раз по Bluetooth с этим инструментом. Что здесь возможно сделать в приложении? Во-первых, здесь как раз-таки показано количество тембров реальное, которое возможно для этого инструмента. Здесь 30 вариантов различных тембров. Возможно также менять расположение, то есть переключением клавиш мы обращаем внимание, под каким индикатором какой инструмент находится, что я, в общем-то, показывала ранее. Но если, например, вам не нравится какой-то тембр или вы хотите поменять, вы можете выбрать любой из этих 30, который вам захочется, и использовать его под данным индикатором. Вот, например, есть блюзовый орган. Теперь под красным индикатором у нас будет звук блюзового органа. Это удобно, потому что вы можете запрограммировать ваш инструмент под те тембры, которые вам нужно. И далее, если даже вы уже не используете приложение, у вас уже будут установлены те тембры, которые вы установили с помощью этой программы. Помимо классического выбора тембров, здесь также имеются функции громкости изменения на более тихую или более громкую, редактирование чувствительности, что мы и делали, собственно, на инструменте. Еще имеется функция реверберации, ее также можно редактировать на данной панели. Еще одной важной функцией, которая есть в этом приложении, это функция смены строя. Хочу заметить, что этот инструмент хроматический. Здесь используются все ноты звукоряда. Но если вы не хотите заморачиваться с аппликатурой хроматики, вы можете поменять строй этого инструмента. Сейчас у нас классический строй до. Но если, например, у вас композиция или песня в какой-то другой тональности, например, в соль, вы можете нажать клавишу соль, и тогда самая нижняя клавиша уже будет настроена на соль, и это будет соль мажор. Более подробное изучение аппликатуры находится в разделе «Стади». Здесь у нас показана аппликатура как и для нижней октавы. В левой части экрана можно заметить, оранжевым выделена клавиша нижней октавы. Здесь показывается аппликатура с названием нот. Также аппликатура для стандартной основной октавы и аппликатура для верхней октавы. Ну и дополнительные настройки. При этом здесь можно довольно легко обновить программное обеспечение. Это гораздо проще делаться с помощью этой программы, что очень удобно в использовании. Подключение не составит никаких проблем. Вы просто включаете Bluetooth для вашего устройства и включаете его здесь, клавиши Bluetooth. И он быстро находит ваш инструмент и без каких-либо проблем сопряжает его с вашим устройством. Ну а теперь давайте послушаем инструмент без подключения к внешней звуковой системе.
по подключениям. Здесь у нас есть несколько разъемов. Основной разъем находится на нижней панели. Это разъем для подключения провода. Этот инструмент работает 6,5 часов без подсоединения к питанию. Но после этого есть возможность подключить его через разъем USB к любому блоку. Провод идет в комплекте, и вы сможете неограниченное количество времени играть уже с подключением к розетке. Помимо этого есть разъем AUX для того, чтобы подключать мобильное устройство также через провод, возможно, даже записывать что-то на ваше мобильное устройство. Разъем под наушники, что позволит полностью изолировать звучание этого инструмента, и только вы будете слушать, что звучит в данный момент. И еще разъем Line-Out для того, чтобы подключать этот инструмент к внешней звуковой системе. Это нужно при использовании инструмента, например, на сцене, в каком-то концертном исполнении, для того, чтобы увеличить мощность звучания этого инструмента. В принципе, сам динамик достаточно мощный для того, чтобы озвучить небольшое помещение, но если вы планируете использовать его в качестве сценической игры, лучше, конечно, подключать через внешнюю аудиосистему. А еще одним важным фактором в этих инструментах, преимущественно в духовых, является наличие отверстия для того, чтобы избавляться от конденсата. То есть если встает вопрос на тему того, что там туда запускаются слюни или, опять же, выделяется конденсат, с помощью этого небольшого отверстия позволяет вам не скапливать жидкость в самом инструменте, а он естественным образом выходит из этого инструмента, не травмируя его внутреннюю поверхность. Ну что, стандартно подводя итоги по данному инструменту, хочу сказать, что в своем использовании это действительно удобный инструмент. Нельзя сказать, что он относится к сугубо профессиональному разряду инструментов. Все-таки у его аналогов, у Roland и у Akai модели более профессионального уровня. Но при этом может быть приятным дополнением в изучении новых инструментов, так и для взрослых, для тех, кто пишет свою музыку, кто выступает на сцене, возможно, с какими-то электронными инструментами. Это будет классным дополнением для того, чтобы разнообразить ваше исполнение. Ну и пару слов о комплекте. Что же здесь у нас идет вместе с этим инструментом? Идет такой кейс, жесткий, удобный, компактный, легкий, что тоже немаловажно. Здесь в комплекте идет чехол на мундштук для того, чтобы закрывать отверстие, которое вы прикладываете к губам, чтобы на него не попадала какая-то лишняя пыль или грязь. Здесь есть ремешок для того, чтобы вешать этот инструмент на шею. На задней панели имеется разъем для того, чтобы подсоединять этот ремешок. И классически тряпочка для протирки внешней части инструмента. Как я уже говорила, с точки зрения обработки все довольно просто. Если вы хотите промыть мундштук, его достаточно просто снять, промыть под проточной водой и поставить его на место. Ну а что думаете вы по поводу данного инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. Ну а с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Как вы, возможно, смели заметить, что... Смели, да? Есть такое? Как вы, возможно, смели заметить? Как вы смели заметить? Ага. Как вы уже смели заметить, возможно... Такой дебилизм. Сейчас.